Здравствуйте, мои хорошие. Это канал «После смерти сына», дневник мамы. А, Я Екатерина Варади, его создатель и ведущая. Сегодня я прожила 104-й день со дня ухода от нас, нашего младшего сына Вани, Ивана. О чем я сегодня хочу поговорить? Очень часто женщинам, которые потеряли ребенка, ну и не только ребенка, но в основном у нас эта тема, но в принципе это касается и других потерь. Им говорят, не плачь, хватит плакать, нужно его отпустить. Смирись, смерть – это все, он ушел, тебе нужно это принять. И знаете, сегодня я ехала в машине и впервые за все время вслух разговаривала с Ваней. И вдруг я потом подробнее об этом расскажу, но вдруг я почувствовала, что у меня из глаз текут слезы. Но это были совершенно другие слезы, чем раньше. Не такие горькие, не такие болезненные. Они были какие-то светлые. И вот знаете, я вдруг подумала, а кто вообще решил, как правильно? И кто вообще решил, вот, что есть норма? Сколько плакать, кому, когда, кого отпускать и через какое время? Почему мы должны а, себя закладывать в какое-то прокрустово ложе убеждений, источник которых мы в принципе-то и не знаем. И вообще, что разрешено матери после смерти сына? Потому что, вы видите, я получила, например, комментарии, что да, вот по твоему маникюру видно, что ты уж прям сильно прям горюешь. И другие обращали внимание, да, что вот у меня как же у вас находятся силы для того, чтобы одеваться. То есть были такого рода комментарии. И как бы вот этот вопрос у меня сразу, естественно, возник. И я хочу обо всем поговорить. И также мне кажется о том, что иногда не надо отпускать. Вполне может быть, что можно научиться чему-то другому. Ну, а пока давайте перейдем к хронологии дня, потому что для меня так легче, у меня мысли, они возникают в разные периоды, и я тут даже себе делаю записи, потому что уже, знаете, столько информации у меня и столько всего, чем я хочу с вами поделиться, что боюсь уже, что моя далеко не девичья память, она не справится. Вот. Ну, во-первых, я могу сказать, что огромное число людей пишет в комментариях. За это я очень благодарна. И очень многие люди делятся своей историей. И некоторые говорят, извините, что я гружу ваш канал вот своей историей, предположим, она там и не совсем по теме. Вы знаете, вы даже об этом не думайте. Этот канал, он для этого и создан. Он создан не для того, чтобы я вещала, а меня там слушали. Я такая, знаете, вот на кафедре стою, и все меня внимательно слушают. Это канал для общения. Вы своими историями не то, что не лишние здесь, а наоборот. Вы желанные, и ваше мнение, ваша история, то, что вы чувствуете, это безумно важно, потому что мы... Для чего иначе? Смысл в чем? Мы с вами все попробовали каково одному. Одному плохо, когда тебе не с кем поговорить, когда тебе некому высказаться. Плохо. Я нахожусь в семье, и мне теоретически есть кому высказаться. Но проблема с тем, что я боюсь высказываться родителям, потому что им будет плохо, высказывать мужу, потому что у него тоже своя боль, высказывать сыну, потому что тоже я не хочу перегружать его, потому что он думает о том же, но, может быть, в другое время. Да, мы высказываемся, и вы наверняка говорите об этом в семье, но болит-то все равно, и все равно хочется найти ответ на какие-то внутренние вопросы. Если мы будем с вами молчать, то мы на них не найдем. И любое мнение, пусть даже оно со мной не согласно, извините, я не диктую никому свое мнение и никогда не говорю, что мое единственное верное. Я просто делюсь своими наработками, вы своими. И мы как раз можем очень здорово друг с другом по этому поводу побеседовать, когда-то переубедить друг друга, когда-то нет. И чё? Это, мне кажется, очень здорово. Вот. И, соответственно, то, что я, конечно, еще увидела, это безумно меня не то что расстраивает, но
понимаете, огромное количество горя в мире, просто огромное. И столько людей, у которых потери намного больше, чем моя, потому что у меня, да, у меня ушел один сын, но у меня и остался второй, у меня остался муж, а есть люди, которые потеряли двоих детей, есть люди, у которых потери совсем свежие, есть люди, у которых ушел муж, потом ушел сын или дочь, и они остались одни. И это те потери, против которых я действительно, я просто не была в этой шкуре, я не могу, и мне очень тяжело, мне так хочется всем помочь. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Я могу это сделать только в каком-то очень ограниченном таком диапазоне. Вот то, что я могу, я делаю. Ну, вы знаете, я подумала о том, что ведь столько горя на самом деле было всегда. Просто раньше, ну, во-первых, не было Ютуба, не было интернета, и вообще было не принято об этом говорить. Вот даже сейчас я же получаю комментарии, сидим, горюй молча, зачем ты загружаешь интернет негативным содержанием. Потому что, конечно, действительно, людям в нормальной ситуации, ну, если бы у нас с вами не было потери, мы бы тоже с вами предпочли смотреть веселые фильмы, комедии там, и так далее. То есть приходит время в нашей жизни, когда мы делаем не то, что мы хотим и хотели всегда в жизни, а то, к чему нас привела жизнь. Вот я, например, в жизни никогда не хотела вести канал о потере ребенка своего. И вообще канал о смерти. Да, я выбрала тему диплома, тема любви и смерти в творчестве Эндра Ади, венгерского символиста. Но, слушайте, я вообще не думала, что эта тема будет как-то определять мою жизнь. Знаете, у меня тут даже линия есть такая на руке. Я не верю особо, никогда не занималась там ни хиромантией, ничего. Но просто вижу, что у меня одна линия, по-моему, от линии жизни, она как бы разделена на два куска. Я все время думала, что вот дожила я вот до этого разделения или не дожила. И вижу, что две линии параллельно идут. Я думаю, наверное, может быть, что-то там, я как-то изменю убеждения. А вот оказалось, видимо, это означает, не знаю, означает ли это что-то, но, по крайней мере, то, что у меня жизнь сейчас в корне изменилась с уходом Вани, это однозначно. Открылась новая страница, мне в ней надо заново учиться жить. Вот, так что я думаю, что всегда было много горя, только слава богу, что мы сейчас об этом можем разговаривать открыто, и не обращая внимания ни на какую критику, потому что это канал, который создала я, это мое пространство, мой домик, в который я впускаю всех. А тем, кто не нравится, те же могут в любой момент уйти, правда? То есть это вполне нормальное, мне кажется, ну как, человека же нельзя заставить слушать, и не надо его заставлять слушать то, чего ему не хочется. Вот, сегодня, смотрите, сегодня у нас был такой хороший светлый день, жара продолжается, это как бы нормально. Вот, но приехала Вика Петренко, вот та самая психолог, моя подруга очень хорошая, практически родной человек абсолютно. Она приехала опять на несколько дней в Будапешт. И сюда же приехал ее сын Даня, Даниил, они одесситы, в принципе, оба. То есть они из Украины. И они сейчас, Вика живет в Израиле, там ухаживает за больной мамой, и там муж ее. А Даня, он чемпион Венгрии по фигурному, по парному танцу на льду, или там не знаю, как точно называется, это вот фигурное катание, да, когда парное катание. Он тренируется в Италии. И мы встретились сегодня сначала просто с Викой, много чего обсуждали, вспоминали, разговаривали, много смеялись, как обычно. Потом подошли Саша с Даней, Саша потом ушел домой, и мы втроем пошли гулять с Джеком. И тоже опять очень много шутили, очень смеялись, потому что, знаете, это получается семья Петренко-Семко. Они такие, мало того, что они очень хорошие люди, они очень добрые, они очень отзывчивые, очень надежные, они очень светлые. Но, кроме всего прочего, они еще очень цветные. То есть это каждый член этой семьи, это просто уникум. И о каждом можно слагать просто баллады, оды, юмористические какие-то рассказы, писать непрерывно. И, собственно говоря, именно этим мы собираемся с Викой заняться. Вернее, как Вика, в принципе, пишет, она уже написала книгу. Но, судя по тому, что происходит у нас, мы будем эту книгу расширять. Либо напишем что-то другое вместе, либо эта книга, она предполагалось, что Вика пишет, я иллюстрирую. Но у меня такое ощущение, что эта книга по объему станет приблизительно равной «Войне и миру». Понятно, что по качеству мы с Толстым, наверное, соревноваться не можем, я так думаю, ну, бог его знает. А вот по объему вполне себе можем даже превзойти. В общем, сейчас мы с ней пока находимся в процессе творческого поиска.
Джек был страшно счастлив их видеть, потому что, как надо понимать, это именно эта семья, которая нам Джека подарили, которая нам Джека подарила. Они его страшно любят, они где-то надеялись даже, что мы его вернем, но мы его не вернули ни за что в жизни. Я, кстати, в ближайшее время сделаю вам подборку фотографий, может быть, сделаю какое-то такое коротенькое видео, в котором вы увидите и Ваньку, и Джека, потому что я все время говорю, да, о них, а видите вы их мало. Я понимаю, что это не будет много, то есть, чтобы вам не было тоскливо, но просто для того, чтобы понимать, кто мы такие вообще, и понимали, с кем вы, чисто внешне, с кем вы имеете дело. Вот. И собственно, мы уже тоже разговаривали и с Викой, ну, поскольку она психолог, да, по поводу вот этих слов, которые я вывела как главную тему, по поводу того, что многие мамы а, получают, и я это в комментариях тоже вычитала, и об этом слышала, очень многие говорят о том, что не плачь, хватит, отпусти, тебе надо отпустить ребенка, не нужно плакать, не нужно горевать. И это, я так понимаю, не только в русской культуре, но вот про английскую культуру я отдельно рассказывала, что там вообще принято после похорон делать вид, что ничего не произошло. И люди очень от этого страдают на самом деле, потому что им не говорят, но они просто чувствуют, что они не могут об этом говорить. Вот, и с моей точки зрения эти слова могут безумно ранить человека. Потому что, во-первых, почему они произносятся, как мне кажется? А, Ну, понятно, что есть малое количество людей, которые просто говорят это из вредности, например, да, но я думаю, что в основном подавляющее количество людей, они хотят помочь, реально помочь и утешить. Но, к сожалению, это все не так просто, потому что, во-первых, они не очень знают, с чем сталкиваются. То есть, вероятнее всего, им хочется утешить. И плюс еще есть такой момент, мне кажется, что им просто тяжело видеть плачущую мать. Я это вполне могу себе представить, потому что я уже говорила в одном из выпусков, что один раз, когда, вернее, я была маленькая совсем, мне было, наверное, лет, не знаю, мало совсем, ну, лет 6, наверное, как мне кажется. Вот. И у нас утонула девочка, это дедушкиной сестры дочка. Она утонула в 16 лет, и это была безумная трагедия. И я помню, что тетя Валя, ее мама, она, ну, просто, что она переживала, это мы это слышали, мы соседи, мы жили у нас на одном участке, было такие 3 дома, ну, вернее, один дом разделен на 3 части. И как она рыдала, я это помню очень хорошо, потому что, ну, ребенок, он же вспоминает это все, это страшно, очень горько, очень больно. И потом она перешла в такое состояние, когда она уже не плакала, но она как-то, знаете, она носила везде с собой альбом с фотографиями дочки, и все время всем его показывала. И вот она садилась, и вот мне тоже: ты садись, я тебе покажу. Вот Светочка была такая, Светочка. И вот она говорила это таким, знаете, голосом, я не могу сказать не жалким, а жалобным, каким-то таким очень трогательным. И мне это было безумно тяжело не потому, что я ее не жалела, а наоборот. Потому что я была маленьким ребенком, я не знала, что мне делать. Мне никто не научил, как вести себя с человеком, у которого такое горе. А я уже в то время понимала, что у нее потерян ребенок, это страшно. Ну, то есть даже если мне никто не сказал, я просто слышала реакцию, да, у всех. И я просто не знала, что я могу ей сказать, что ее может ранить, а что не может. И мне все время хотелось уйти, чтобы этого не видеть, чтобы не попадаться ей на глаза, чтобы она мне не стала опять показывать, потому что мне, во-первых, жалко ее было, и жалко Свету было очень, которая утонула, и жалко было ее, и было страшно, потому что мы были неверующие, и в столкновении со смертью оно ребенка жутко травмирует, и мне кажется, и взрослых оно травмирует на самом деле, вот близкое такое, поэтому в основном из-за этого, мне кажется, люди говорят. Вот. И мне кажется, что а, вообще нет нормы в этом случае. Каждый из нас, из вас, и я тоже, да, мы знаем сами, когда нам что нужно сделать. Нет никакой власти никому нам говорить: не плачь или забудь. К тому же, знаете, вот это все мне напоминает, есть такой фантаст американский Роберт Шекли. И у него есть рассказ, называется «Запах мысли». И там главный герой попал на планету, на которой обитают всякого рода животные, в том числе хищники. И у этих животных нет ушей, нет глаз.
они чувствуют запах мысли, то есть они телепатически ощущают мысль и, соответственно, идут и ищут добычу таким образом. И он там увидел пантеру. Естественно, испугался, потому что пантера, ну, скажем так, выглядела очень голодной, хотела его съесть. И он сначала не понял, в чем дело, то есть он не понял, как она его, почему она приближается. Потом он в результате размышлений понял, что как только он думает о пантере, она сразу подходит ближе. Как только он перестает думать о пантере, а начинает там думать, ой, как мне убежать, как мне спастись, она отходит. И то есть он понял, что главная его задача не думать о пантере. И как вы думаете, у него это получилось? То есть в результате это получилось, но поначалу не думать о пантере оказалось очень сложно, потому что как только он говорил себе не думать о пантере, пантера появлялась опять и направлялась в его сторону. Потому что это то же самое, что сказать ребенку, у которого, например, уехала мама, не думай о маме. Вот, а сказать-то можно. Вопрос, можно ли это сделать. И вот нам с вами нужно нарастить броню и, невзирая на авторитеты, вести свою линию. То есть только мы с вами можем определить, каждый для себя, сколько и когда мы можем плакать. И когда и как нам нужно отпускать ребенка, и нужно ли его отпускать. Потому что все вот это красиво звучит, отпусти ребенка. Ну, он у тебя в памяти, он у тебя в любви, ты любишь его, и ты без него тебе безумно сложно. Это что, отпускать? Как отпустить? Сказать с глаз долой, из сердца вон, ну, смешно даже, да? Вот, и многие женщины пишут, что я вообще не хочу видеть никаких психологов, достали уже, потому что мне говорят, того не делай, сего не делай, а я не могу, у меня вот прям сердце разрывается, сил нету, жить не хочу, а мне там все говорят, не плачь, отпусти, в церкви говорят, а я не знаю, что мне делать. Вот вы знаете, мне, например, психолог моя говорит, Катя, плачьте, плачьте, обязательно дайте себе разрешение горевать. А я там вякала, говорю все время, ну как же я горюю, я же отдала сына Богу, и я знаю, что это Богу, который мне столько всего дал. Как мне стыдно плакать, потому что получается, что я, значит, улыбаюсь, когда он мне что-то дает, и, значит, плачу, когда он отбирает. Она говорит, слушайте, ну вы же плачете, потому что вы осиротели, вы плачете о своем сиротстве, вы плачете о своем одиночестве. От того, что вашему сыну там хорошо, это, конечно, очень здорово, но вам-то от этого все равно тяжело, вы же все равно осиротели, у вас нет сына, который всегда был рядом с вами. И она говорила, плачьте, да. И я в результате себе этот вопрос разрешила. И да, и, кстати, Вика Петренко говорит то же самое. Обязательно себе нужно выделять время. Кто-то говорит, вообще конкретное время выделять на это. И у меня получается так, что у меня бывает, когда я несколько дней не плачу вообще не плачу. И как будто мне кажется, что у меня, понятно, что у меня болит, что Ваню я помню, вспоминаю, всегда молюсь, вспоминаю, разговариваю с ним и так далее, а потом вдруг нахлынет, и я могу там прорыдать, предположим, весь день. То есть вот такое тоже бывает. Кто-то плачет каждый день. То есть это, знаете, настолько мы все разные по темпераменту, по глубине мыслей, по глубине горя, по осмыслению своего существования. Все по-разному реагируют на все. У всех были разные связи со своими детьми. Слушайте, ну как можно вообще на одну доску ставить? Вообще до 2 человек никогда нельзя ставить на один уровень. А тем более тут мы говорим о большом количестве людей, которые, не знаю, мне кажется, что нужно понять, что вот эти решения должны принимать мы сами. И в данном случае священники тоже, особенно те, которые не пережили этого горя, или психологи, которые не пережили этого горя, они тоже могут давать очень ограниченные советы. Единственное, что понятно, что, мне кажется, стоит слушать психологов в том плане, что есть опасность депрессии, а депрессию надо лечить. То есть, когда у вас уже очень долго это состояние, то нужно просто обратиться к специалисту не для того, чтобы он вам прочитал лекцию о том, что как вам надо кого-то отпускать и как вам не надо плакать, а вам помог чисто физически. Вот просто помог лекарствами, там, может быть, психотерапией, чтобы вы могли вылить на этого человека всю злость, всю обиду и весь гнев, который у вас накопился. Вот. И
Вообще мать и ребенок это такой, знаете, как мне кажется, вот если можно так выразиться, это общий биологический контур, общее тело какое-то, да, то есть мать связана с ребенком невидимыми узами. И когда ребенок уходит, то получается, что эта связь разрывается, и это безумно больно. И у каждого эта рана должна затянуться. И у каждого свой срок регенерации. То есть люди, которые говорят, что есть какая-то норма, нету этой нормы. И раны у всех заживают физически, даже раны по-разному. А, Единственное, что я могу сказать, вот я по себе заметила, что плакать можно, но есть такой вид плача, когда ты себя расстравляешь. То есть когда ты плачешь и начинаешь говорить: ой, вот никогда его больше не увижу, и я всю жизнь буду одна, и как я буду без него жить, и я не могу. Ты себя как бы вот стимулируешь дальше. И по себе я могу сказать, что мне от этого всегда, то есть я в результате начинаю сильнее плакать, горе мое становится вообще нестерпимым, и как результат мне становится физически и морально намного хуже. Вот мне кажется, что плакать, вот я для себя, по крайней мере, да, я поплачу, вот, а потом я думаю, ну, Ваньке же тяжело видеть меня плачущей. Он рядом, он не может мне помочь. Он хочет, чтобы я не плакала, потому что он ненавидел, когда я плачу. Я не хочу ему делать плохо. И вот здесь мы плавно переходим к следующему вопросу. По поводу жизни после смерти. Есть ли она, нет ли ее, да? И многие в комментариях писали: забудьте, хватит говорить ерунду, никакой жизни нет, мы все покажемся в яме, и никто не придет, примите, наконец, эту реальность и успокойтесь. Вот это из той же серии, что «Не думай о пантере», но здесь все еще приправлено таким достаточно моим вопросом. Собственно, у человека есть вера. Вера – это не знание, это не то, что мне доказали, да, теорему, что 2 плюс 2 равно 4. Я вынуждена согласиться, ну, вот 2 было яблока, еще 2 яблока, вот 4. Ну, тут смешно говорить, что их 3 или 2, или там 5. Но это абсолютно вера, это то, что внутри, и то, что не доказывается научным образом. То есть веру, такого рода заявлению «не думай, хватит верить», ее остановить невозможно. Это во-первых. Во-вторых, если у человека внутри есть чувство, вот как у меня есть чувство присутствия Вани. Мне говорят, тоже в комментариях пишут, что вы это себе придумали, это просто самовнушение. И вот тут я еще, знаете, извините вот за мои литературные примеры, вспоминаю, когда Гарри Поттер с Дамблдором встретились в состоянии клинической смерти, вокзал, и Дамблдор, который давно умер, приходит с Гарри, с ним разговаривают, они обсуждают очень многие темы, там он отвечает ему на вопросы, и он потом, Гарри у него спрашивает: профессор, а это все на самом деле или только у меня в голове? Профессор Дамблдор ему говорит: конечно, это в твоей голове, это только в твоей голове. Но кто скажет, кто говорит, что этого нет на самом деле? Кто может это сказать? И вот здесь та же самая история. Может быть, это мое самовнушение. Я так не ощущаю, потому что у меня были определенные чувства, и, которые я эмпирическим путем познала. То есть я познала опытным путем вот это чувство близости моего ребенка. Оно было разное, оно было сильнее в определенные моменты, слабее в другие моменты. Сейчас оно у меня очень усилилось. Почему? Потому что, во-первых, как я вам говорила, я каждый день читаю канон о единоусопшем. После этого я чувствую, что ему это хорошо, и мне это хорошо. Может быть, я себя самовнушила. Вы вольны это трактовать, как вот я рассказываю о своих ощущениях. И когда я его прочитала, в конце помолилась за всех, живых, умерших, за вас, за всех, обязательно молюсь всегда. За ваших ушедших детей, за упокой. Я не знаю имен, но я говорю просто за упокой всех умерших, тех людей, которые приходят ко мне на канал. Я молюсь за то, чтобы Господь даровал вам сил, вне зависимости от того, верите вы в Него или нет. И после этого я разговариваю с Ваней. Я разговариваю с Ваней в основном вслух. Его фотография стоит он у меня не вместо иконы, просто у меня столик такой, у меня там стоят иконы все, а здесь пара осталась, которые не влезают никуда. Я их поставила, но это не значит, что я молюсь на Ваню, как на икону. Он просто стоит, его фотография здесь. Свечи основные у меня стоят перед иконами. Когда я молюсь Богу. Я молюсь не Ване.
У меня нет поклонения образу, у меня нет даже поклонения иконе как таковой. То есть я поклоняюсь, я верю в Бога. А икона — это просто в помощь мне, потому что мне легче образы представлять. А здесь я разговариваю с Ваней, мне приятнее разговаривать с его фотографией, чем просто с пустотой. И это происходит каждый день. И я все время жду этого момента, хотя я, как правило, это делаю в полудохлом состоянии, когда мне очень хочется уже спать, но я все время ощущаю, что мы с ним разговариваем. И в связи с тем, что я этот канал делаю ради него и во имя его, и для того, чтобы помочь окружающим, и вот это я себе все время проговариваю, потому что это мое ощущение. Я очень хочу вам помочь в память о Ване. И от этого у меня ощущение, что эта связь с ним становится еще более сильной. Это не значит, что я жду, что он завтра воплотится около меня. Это не значит, что я призываю его дух. Просто у меня ощущение тепла, что мой сын меня видит, меня любит и находится рядом со мной. Вот теперь скажите мне, пожалуйста, если у меня такое ощущение есть, если оно мне доставляет радость, если оно мне доставляет тепло и свет, если оно мне приятно, то зачем мне слушать советы по поводу того, что забудь, все равно все умираем, больше никто никогда не встретится. Слушайте, ну даже если никто никогда не встретится ни с кем, вот давайте предположим самое плохое. Я в это не верю, но давайте предположим, действительно мы все в яме, нас всех сожрут черви, и больше с нами ничего не будет. Слушайте, но все равно ту жизнь, которая мне осталось прожить, я проживу в счастье от того, что я ощущаю, что рядом со мной мой сын, что я с ним встречусь, и в надежде. Я умру счастливая, буду ждать смерти, говорить, потому что я там встречу своего сына, когда я исполню свое предназначение здесь, на земле. И что? Вот кому от этого станет хуже? То есть, честно говоря, мои дорогие девчонки в основном, да, потому что это здесь у нас женщины больше, конечно, мужчины есть, извините, что вас я не называю же девчонками, вот, но я, честно вам сказать, я не хочу это терять, вот эту веру, потому что я, во-первых, ее ощущаю физически, я себя никоим образом не убеждаю. Это я столько чудес просто видела в жизни, которые происходили на моих глазах по молитве моих родителей, по моей молитве, по молитве нашем лагере православном. И это прямо действительно были ответы на наши молитвы. Я знаю, что кто-то есть, то есть я знаю, что есть Бог, который реагирует на эти слова. Я, потеряв сына, я знаю, что он ушел к Богу и что ему там хорошо. Мне это комфортно. Девочки, мальчики, если вы это ощущаете, слушайте свое сердце. Не слушайте никого, кто вам говорит. Слушайте свое сердце. Ваше сердце знает лучше. Ни разум, ни материалистическое учение, там, Дарвина и прочего, ни какие-то доказательства научные. Не они решают. Решает то, что вы чувствуете в своем сердце. Решает даже не ваша голова, а именно ваше сердце и душа. Потому что ваша душа, она связана с вашим ребенком. И если вы это ощущаете, только вы знаете, не ждите, об этом я отдельно хочу поговорить, вообще отдельно, в отдельном выпуске, про сны, про явления, про вот это ждать этого, не ждать, что делать. Вот мое мнение, ни в коем случае не вещать какое-то, что делать, а именно мое мнение, да, по этому поводу. Но мне кажется, что делайте так, как вам лучше. Если вам лучше и легче, когда вы понимаете, что все, он умер или она умерла, и вы никогда его больше не увидите, и вам легче через это пройти таким образом, то пусть так и остается. Если вам легче думать, что ваш ребенок вас любит до сих пор в другом мире, и что для каждого из нас срок приходит тогда, как нужно, и мы не знаем, почему он пришел именно сейчас, и почему нам так плохо, но мы потом узнаем, и начнете слушать свое сердце, и вы услышите там подтверждение, значит, живите с этим подтверждением, и будьте счастливы этому подтверждению, потому что именно благодаря этому вы сможете найти для себя силы в жизни. Потому что именно это дает, вот мне точно дает огромные силы и огромное желание жить так, как этого хотел бы Ванька. Так, чтобы я рисовала, чтобы я делала какие-то новые вещи, чтобы я проводила открытие выставок в галерее, чтобы я делала новые проекты, чтобы я иллюстрировала книги, чтобы я вела каналы. Вот слушайте, я хочу это делать, потому что я знаю, что Ванька был бы счастлив этому. А если у вас другое ощущение, то делайте так, как вам будет лучше. Мои родные, правда. Потому что только это даст вам возможность успокоиться и найти смысл жизни.
Вот, так что вот то, что я сегодня вам рассказывала, то, что я с Ванькой все время разговаривала по вечерам, а сегодня я ехала к Вике как раз на машине и думала, что дай-ка я попробую поговорить вслух. Я вслух рассказываю Ване о том, что происходит, о том, что вот чего мне удалось, чего мне не удалось, что я планирую, что-то рассказываю. И вдруг я чувствую, что у меня начинают течь слезы. Но это совсем не те были слезы. Это слезы были светлые. Они вышли, и мне стало легче. А их было немного. Это было просто вот такое, что... Потому что все равно ты же понимаешь, что ты разговариваешь со своим ребенком. Ты чувствуешь, что он рядом, что он тебя слышит, но ты его не видишь, ты не можешь его обнять, ты не можешь его поцеловать. Но я понимаю, что я все время, когда я начинаю плакать, я говорю, слушай, ну, слезами-то горе не поможешь, поплачь, а потом иди дальше. Вот я поплакала, встретилась с Викой. Сейчас поплачу, может быть, и буду загружать видео. Мои хорошие, я очень надеюсь, что кому-то я сегодня смогла помочь своими словами. Если я кого-то расстроила, кого-то обидела, то не сердитесь на меня. Я этого совершенно не хотела сделать. Я очень сочувствую каждому и каждой из вас. Я очень хочу вам помочь. Я очень желаю, чтобы у вас появились силы, чтобы у вас появились силы принять и силы увидеть свет впереди, увидеть какой-то путь впереди. Потому что если вы остались, это для чего-то нужно, значит, у вас какая-то есть цель. И вам, чтобы вы, я очень желаю, чтобы вы нашли такое состояние в себе, когда вы сможете увидеть этот цвет и эту цель, эту тропинку. Потому что если вы все время в темноте находитесь, то вы не увидите даже тот свет, который вы как бы идете с завязанными глазами, вы не можете увидеть свет. И мне так хочется, чтобы вы его нашли. Дорогие мои, желаю вам всего самого хорошего, светлого дня. Каждый из нас находится на разной стадии горя. И я желаю, чтобы вот на вашей стадии сегодня вы прожили максимально светлый день, насколько это возможно в вашем состоянии. Я вас всех обнимаю крепко-крепко. Всего вам доброго, мои дорогие.